Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать гостей, новичков на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков. Спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Так, с новым узорчиком. Кто не работал с данными ниточками, кто еще не пробовал, смотрите. Называются они Yarn Art Violet. Получается, в 50 граммах здесь находится 282 метра. Это стопроцентно мерсеризированный хлопок. И нам советует производитель, берите крючок 2,5 мм. Но я возьму 2 мм, потому что я вяжу данную пряжу крючком 2 мм. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Не обязательно брать такую же пряжу, как у меня. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Читайте точно так же нотацию и берете крючок соответствующий, чтобы у вас все получилось. Кому понравился данный цвет, ниточка на камеру передается ярче. Она немножко поспокойнее, но передается ярче. Кому интересно, цвет 53-53. Вот. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелькам. 8 петелек. И плюс мы набираем дополнительно одну петельку, чтобы узорчик красиво закончился. В силу того, что крючок у меня тоненький, ниточка тоненькая, я наберу 5 раппортов. Это получается 40 петелек и еще плюс 1, 41 воздушная петелька. Вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда в начале. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, я настоятельно рекомендую новичкам, да, сделайте дополнительный вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь отсчитываем аккуратно от крючка, отсчитываем пятую петельку. Раз, два, три, 4 и 5. Накид в пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И так далее. Ныряем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Если получается, я вот, например, набирала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. Сколько вы набирали петелек, столько у вас должно получиться столбиков. Понятно, да? И не забывайте, что самые первые 3 петельки подъема, вот эти 3 петельки, это имитация столбика с накидом, и мы считаем как столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда полностью, да, весь ряд столбиками с накидом, и в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот наш вспомогательный дополнительный ряд готов. Теперь мы не запутаемся, да, в петельках. Итак, приступаем к узорчику. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И в следующий столбик, вот верхушку следующего столбика, ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз, два. Вот. Далее делаем одну воздушную петельку. Пропускаем в столбиках 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3, накид, и возвращаемся сюда же, к этому же столбику, и провязываем еще один столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот большая рогаточка. Так. Далее воздушная петелька. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Раз. Следующий столбик, столбик с накидом 2. И следующий столбик, столбик с накидом 3. Вот из этих 3 столбиков, да, мы вот здесь, получается, в самом начале нашего ряда провязали 2 столбика. Раз, два. Дальше идет повторение. Воздушная петелька. Пропустили опять 2 столбика. Раз, два. В третий нырнули, провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид. Вернулись сюда же обратно и провязываем столбик с накидом. Сформировали вот такую вот опять рогаточку. Воздушная петелька. Опять пропускаем 2 столбика. Раз, два. И провязываем 3 столбика отдельно стоящих. Раз столбик с накидом, да, вот он, 2 столбик с накидом, и следующий столбик
3 столбик с накидом. То есть получается, мы с вами чередуем столбики, рогатка, столбики, рогатка, столбики, дальше будет рогатка, столбики, рогатка до конца ряда, до конца вашего образца. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, рогатки. Так, и заканчиваем мы точно так же, как начинали. Видите, начинали 2 столбика у нас получается с накидом. Вот, закончили точно так же. Столбик с накидом и в 3 петельки подъема второй столбик с накидом. Далее по узорчику 3 петельки подъема, поворот и еще одна воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Далее смотрите, делаем накид и ныряем вот в эту нашу рогаточку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, 3 петельки на крючке держим. И третий раз накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. У нас теперь 4 петельки на крючке, и вот теперь мы их все вместе провязываем и обязательно фиксируем. Получился, ну, вот такой, как бы, назовем его листик, да? Далее воздушная петелька и повторяем еще раз точно так же. Провязываем 3 столбика вместе. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Провязали вместе, зафиксировали, воздушная петелька. Еще раз сюда же ныряем 3 раз. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 петельки вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька и 4-й последний раз также делаем. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, провязали, зафиксировали. Вот. И у нас получилось вот такие вот, как бы, ну, 4 листочка, назовем их, да? Такие веерочки. Воздушная петелька. Смотрите. Дальше у нас идут 3 столбика. 1, 2, 3. Первый пропускаем, во второй столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. И дальше мы будем в рогаточку провязывать точно так же вот такие вот 4 наших лепесточка. Так, давайте вместе еще раз. Накид. 1, накид. 2, накид. 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Сюда же. Накид 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Третий раз также делаем. Накид 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И 4-й последний раз. Накид 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька и переключаемся на наши столбики. 1, 2, 3. Именно в центральный столбик провязываем 1 столбик с накидом. И дальше повторение. Понятно? Опять воздушная петелька и опять такие же листочки. То есть у нас получились вот такие вот веерочки, состоящие из 4 вот таких вот лепесточков. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот такая первоначальная красота. Смотрите, как ряд закончили. Получается, после нашего вот этого веерочка сделали точно так же одну воздушную петельку и провязали в последний самый, получается, 3 петельки подъема, да, последний столбик, провязываем столбик с накидом. Идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Накид. И вернулись сюда же, в этот же столбик. Сюда же вернулись и провязали столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Вот у нас получается 4 лепесточка было. 1, 2, 3, 4. Беремся за верхушку второго лепесточка. Так. Взялись за верхушку, провязали столбик с накидом. И столбик с накидом. 1. Далее смотрите. Между вторым и третьим лепесточком у нас была арочка из воздушной петельки. Да? Нырнули в арочку, провязали столбик с накидом. 2. И вот наш третий лепесточек, мы беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом 3. Итого мы провязали здесь 3 столбика с накидом. Дальше воздушная петелька, переключаемся вот на этот столбик. Ныряем в верхушку столбика, провязываем столбик с накидом 1. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. И у нас с вами получилась вот такая вот рогаточка. 3 столбика и рогаточка, помните, да? Это у нас был самый-самый первый ряд.
3 столбика, рогатка и так далее. То есть мы с вами повторяем первый ряд. Опять воздушная петелька, помним, да? Второй лепесточек, взялись за верхушечку, провязали столбик с накидом. Арочка между вторым и третьим лепесточком, столбик с накидом. И третья верхушка третьего лепесточка, провязали столбик с накидом. Угу. Тут у нас получается пол веерочка, 3 столбика, пол веерочка, пол рогаточки, да? Рогатка, 3 столбика, воздушная петелька и опять делаем рогатку. Вот наш столбик с накидом. Беремся за верхушку, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. То есть ваша задача повторить самый первый ряд, но единственное, что он у вас будет со смещением. Видите, да? Рогатка, рогатка, а в первом ряду получается вот здесь была рогатка. Рогатка, рогатка, а в первом ряду вот здесь была рогатка. Понятно? Все, так несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы повторили полностью наш первый ряд. Вот наши рогаточки. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть пол рогаточки, да? После воздушной петельки, вспоминайте, у нас здесь, получается, были 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька по узорчику. Так вот, мы ныряем в третью петельку подъема и провязываем столбик с накидом. Раз. Пол рогаточки, это будет 1 воздушная петелька вместо 3. И опять вернулись сюда же и провязали еще 1 столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И так как у нас здесь пол рогатки, да, помните, мы будем повторять второй ряд, но у нас пол рогаточки. Получается, у нас вместится только лишь 2 вот таких вот листика лепесточка. Итак, накид. Нырнули 1, нырнули 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И второй лепесточек. Нырнули 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали и воздушная петелька. Дальше переключаемся на наши 3 столбика. Самый центральный столбик провязываем столбиком с накидом. Все, мы повторяем полностью вот наш ряд, который у нас был с такими вот веерочками из лепесточков. Да? Воздушная петелька и опять наша рогатка. И здесь будем провязывать уже полноценных 4 наших листика. Листика, лепесточка. Поняли, да? Все, ничего сложного, ничего сложного. То есть вы полностью повторяете наш второй ряд нашего узорчика. Угу. Все, давайте до конца ряда. Дальше уже понятно, да? Веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. И в конце ряда встретимся, посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Заканчиваем мы точно так же, как и начинали. То есть двумя лепесточками, да? 2 лепесточка и здесь 2 лепесточка. Вот они, видите? Раз, два и просто столбик с накидом. Далее мы, получается, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И так как у нас здесь пол веерочка, да? Помним, да, у нас здесь, получается, должны были быть 3 столбика. Мы провязываем, получается, это имитация столбика. И еще один столбик будет за верхушку вот этого, получается, листика. Вот, у нас здесь всего лишь будет 2 столбика с накидом. Воздушная петелька, вспоминайте, да, там, где у нас был 1 столбик, мы будем провязывать рогатку. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом 2. Опять воздушная петелька и вспоминайте, да, за листик за второй взялись, столбик с накидом провязали. Между листиками в арочку столбик с накидом второй. И за третий листик столбик с накидом третий. Воздушная петелька и опять рогаточка. То есть вы, смотрите, будете повторять точь-в-точь самый первый ряд. Если внимательно присмотритесь, да, то вы поймете, что узорчик на самом деле состоит всего из 2 рядочков. Вначале мы подготавливаемся, да, рогаточки делаем, а в следующем ряду мы в рогаточке провязываем вот такие вот веерочки. В следующем ряду опять мы рогаточки делаем, но в шахматном порядке, да, то есть получается, но те же рогаточки и опять те же самые веерочки. То есть вертикальный раппорт 4 ряда, но получается 2 и следующие 2 опять повторяются. Все, не сложно? Не сложно. Для тех ребят, девчат, мастеров, мастериц, кто умеет читать по схеме, я для собственного вашего контроля сброшу сюда схемку, вы можете себя контролировать по схемке. Те, кто не умеет работать со схемкой, вы увидели, как провязывается, вы можете посмотреть картинку, схемку и понять, как, где столбик, где воздушная петелька и так далее. То есть учитесь, смотрите.
Давайте встретимся через несколько рядочков, провяжем, да, увеличим наш образец, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Договорились? Все. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Так, получилось у меня раз, два, три, четыре, пять веерочков. Ну, принцип узорчика уже понятен, согласитесь, да? Вот так вот он будет тянуться, и вот так вот он будет тянуться. Здорово? Здорово. У меня получается из хлопка. Выберите любую пряжу. С любой пряжи будет смотреться отлично. Кофточки, кардиганчики. Если это будет зимняя пряжа, представьте, да, такой ажурная кофточка будет. Если это будет демисезонная пряжа, если это будет летняя пряжа, топики, маечки, ну, супер. Давайте замеряем нашу красоту. Я, получается, набирала 41 воздушную петельку. Если в моем случае, да, моя, получается, плотность вязания, такой же крючок, такая же, получается, пряжа. Сколько это будет приблизительно? Это будет, ну вот, 18-18,5 сантиметров. Класс. А тут получается, смотрите, у нас каждый веерочек, да, ну это 2 ряда. То есть раз, два, раз, два, раз, два и так далее. Да? То есть считаем веерочки. 2, 4, 6, 8, 10. Наборный 11. Берем по верхнему краю. Это у нас получается, ну вот, 9 сантиметров. Здорово? Здорово. Ну, естественно, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. В летнем варианте топики, мальчики, повторюсь, да, летние кардиганчики, демисезонная ниточка, шарфики, снудики, зимняя ниточка, снудики, точно так же кардиганчики, жилетки. То есть, если вы вязали данный узорчик, потому что узорчик не новый, да, то рассказывайте, где вы его использовали. Если еще не вязали, то, естественно, пишите в комментариях обязательно, что можно связать, где вы видите данный узорчик. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Это очень важно для меня, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий. Это помогает развитию канала, а также вдохновляет меня для показа вам новеньких узорчиков. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки эти не пропустить. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Делитесь с друзьями, подружками в соцсетях в различных, а также сохраняйте себе в свои плейлисты. Под видео находится плюсик, так? И вы сохраняете свои плейлисты, и потом смотрите в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.